Всем привет! Сегодня очередной обзор на моем канале. Сегодня будет музыкальная тема. Я думаю, практически каждый любит музыку. Там слушает по радио, магнитофоны разные, кто-то на телефонах слушает через наушники. И я думаю, вы все замечали, что на улице становится все больше и больше людей, особенно молодежи, кто идет в наушниках. Кто-то в больших, огромных не видит, не слышит даже, что творится в округе. Это, в принципе, небезопасно. Кто-то в маленьких, и порой они не только для музыки, но и для разговоров по телефону. И порой странно видеть человека, идущего, разговаривающего, можно сказать, самим собой. Но сейчас уже люди понимают, что у него там Bluetooth и так далее, он разговаривает по телефону. А лет 15 назад, когда это только еще начиналось, было очень странно. Все крутили пальцем у виска и оборачивались, смотрели, что это, с человеком, разговаривает сам с собой. Ну так вот, сегодня пойдет разговор о наушниках Lenovo, не о больших, а о маленьких, которые одеваются на уши, то есть о спортивных наушниках. Итак, давайте смотреть поближе. Итак, вторая часть марлезонского балета, как говорится, продолжаем. Вот такая коробочка приехала. Я же тут без вашего позволения похозяйничал. Была обтянутая пленочка. Распаковал, посмотрел. Внутри кирпича нет, все нормально. Lenovo ThinkPlus LivePods XT80. В китайском, как говорится. Тут у нас, в принципе, характеристики. Дальность сигнала 10 метров. Ну, больше обычно, если нет преград там каких-нибудь стен и так далее. Емкость батареи 55 мАч. Это в самих наушниках. Это, в принципе, такая самая большая. Обычно меньше намного. Время работы 6 часов. Это, я думаю, при максимуме громкости. При средней, более низкой громкости он на весь день хватит. Время зарядки 1,5 часа. Ну, само собой, 5-вольтовая. Сам ток 55 мА. Емкость самого зарядного кейса 500 мАч, тоже достаточно большая, обычно тоже меньше, в районе 400, там, а то и 300-350. И 1,5 часа на зарядку, то же самое. Что у нас тут еще? Ну, в принципе, все. Внутри, как обычно, все стандартно. Так, давно тут открывалось. Даже не помню. Запаковалось-то хорошо. Вот так это выглядело внутри. В таком мешочке, как обычно. Что у нас тут? Ну, треугольничек от АТК, отдела технического контроля с печатью. Инструкция для проверки зрения очень мелким шрифтом. Английский и китайский, международный язык. Ну, скажем так, инструкция, извините за грубое слово, на отъебись. Ничего там толкового нету. И как пользоваться тоже толком особо нету. Кабель для зарядки USB-C. Ну, стандартный, который в последнее время идет. Раньше USB микро шел. Или мини, там уже не помню. Сейчас USB-C. Ну и запасные, вернее не запасные, а других размеров, те самые, как, не знаю даже назвать, ушные эти самые, беруши, уши, резиновые, короче, наконечники. Стандартно, в принципе, ставится среднего размера, а здесь большого и маленького. Что у нас тут? Кейс достаточно большой. Обычно я вот у друзей смотрю, у них в половину меньше.
Думаю, блин, ну вот что-то там они навернули. Ну, большой, потому что наушники достаточно большие, спортивные, а у них проушины. На уши одевать, короче, такие. И то, что там батарейка большая, поэтому размер такой. Гнездо USB-C для зарядки самого кейса. Открываем вот с этой стороны. Крышка у них подмагничена. Как только открываем, загорается дисплей, показывает процент зарядки самого кейса. Вот, 82%. Тут наушнички лежат. Вот такая там пленочка, чтобы они не были постоянно подсоединены. Как только их вынимаем, срабатывает автовключение их. Так, что я хотел сказать? Я хотел сказать по поводу кабеля. Ну, обычно, как все обычно, ну, не только в этих наушниках, везде. В комплекте идет кабель, как обычно. А вот куда его вставлять? Ну, понятное дело, что один конец вставляем сюда, а второй-то куда? В розетку за 220 всовывать. Блочок питания надо. А их, как правило, в доме-то и маловато. Ну вот с телефонами всегда идут блоки питания. Поэтому желательно закупаться такими блочками. Обзор таких блочков у меня был на канале. Можете найти, посмотреть. Я их купил, потому что очень много становится устройств в доме. Там вот те же вот наушники я купил, там у меня часы электронные, тоже требуют 5 вольт от USB кабеля, метеостанция и так далее, много чего. И приходится, раньше приходилось выбирать, что зарядить сначала, там телефон или еще что-то, и так и далее. Вот пришлось докупиться. Ну не будешь же, блин, у метеостанции отрывать, блин, блок питания, потому что она сразу все сбрасывает. Или по часы там какие-то, и радио у меня тоже на USB. Ладно, продолжим наушники. Купил я вот такие специально вот с этими ушными держателями. Почему? Потому что, я не знаю, я, наверное, человек нестандартный, у меня обычные затычки вываливаются с ушей. Без разницы, можно подбирать вот эти, как бы, уплотнители разных размеров, все равно они вываливаются у меня. Чуть там повертел головой туда-сюда, все отходит. Наушник сухо и потом вываливается. Поэтому предпочитаю вот такие вещи. Раньше у меня был наушник, вернее не наушник, а Bluetooth устройство вот такое, ну, оно сейчас есть как бы вот от BlackBerry, очень качественная вещь, идеально звук передает и принимает, и микрофон очень качественно, шумоподавление, все дела. Но вот у них вот это вот пластиковая заушина, на которое ухо одевается, оно пластиковое. Со временем мы все знаем, что пластик сохнет и становится хрупким. И вот произошла такая неприятная вещь, как он сломался при одевании на ухо. Хорошо в комплекте что еще? Там вот резиновые прокладочки и вот такое еще. Ну, не факт, что это тоже сломается. Так. Немножко отвлекся. Поэтому вот здесь огромный плюс, то что вот это дело такое прорезиненное. То есть, можно сказать, будет на долгое время вам хватит. Пользовался я еще раньше вот такими наушниками. Коробка от них. Неплохие наушники, качественно передают звук. Ну и цена, само собой, конечно, 20 евро, блин. Поэтому более-менее качественно. Ну, это обычные затычки. То есть из ушей они у меня вываливались, потому что по одежде все-таки ходит провод. Сюда повернул головой, и они отходят. Поэтому и приобрел беспроводные. И тоже вот с такими вот заушинами. Так, начнем.
о характеристиках. Ну, тут контакты вы видите для зарядки. В кейсе они вот тоже тут расположены. Один контакт и под вторым второй контакт. Ну, сам динамик там, а вот здесь микрофон. Кнопка «Главное управление». И вот здесь две кнопочки. Так, сфокусируемся. Слева плюс, справа минус. Ну, подробнее о кнопочках сейчас расскажу. Сейчас включу сайт. Так, если один раз нажать вот на эту главную кнопочку, неважно на каком наушнике, на одном или на втором, у вас будет начало воспроизведения, там музыки, либо пауза. Если вы нажмете дважды ее, то же самое, без разницы на каком, на правом, на левом наушнике, это будет перемотка. Если на правом в одну сторону, на левом в другую сторону. Если поддержим 2 секунды главную кнопочку, то вызываем голосового помощника. И с помощью голоса можно управлять то же самое, там, перемотками, паузами и так далее, ответить на вызов. Ну и кнопочки плюс-минус, само собой, уже говорят о том, что это увеличение, уменьшение громкости. Если 4 раза нажать на главную кнопочку, то это переход в другой режим. У него 2 режима. Game мода и Music мода. Игровой режим и музыкальный режим. Скажу сразу, что я не смог перейти в этот режим. Напишите в своих комментариях, кто пользуется вот такими же наушниками или купил их только недавно тоже и включил этот режим. У меня не получилось. Я нажимаю эту кнопку, ну вот, например, надо быстро, я думаю, нажимать 4 раза, потому что если один раз нажать, потом через какое-то время второй, то он поймет это как одно нажатие и включит паузу, либо начнет трек. Если 2 раза, само собой, он поймет, что вы нажали, то он перемотает трек. А вам нужно 4 раза. Не знаю, наверное, совсем быстро нажимать, чтобы он понял этот режим и перешел в Music мода, либо в Game мода. Ну вот, это об этом. Так, что еще тут? В ушах держится очень хорошо. Вот эти самые резиновые, они по умолчанию стоят среднего размера. На моих ушах классно. Звук просто атас. Огонь, как говорят многие, по сравнению с этими наушниками. Очень классные низы. Звучат просто обалденно, звучат. Соединение по микрофону, говорить по телефону тоже очень хорошо. Шумоподавление работает. По характеристикам, водонепроницаемые, конечно, не под водой, но в дождь без проблем. Они считаются спортивными, то есть там бег, езда на велосипеде, занятия какими-то спортивными упражнениями без проблем. Они с ваших ушей не упадут, вы их не потеряете, там в траве потом рыскать не будете. Не как обычные затычки. Диапазон частот стандартный, по максимуму от 20 Гц до 20 тысяч Гц. Ну что, диаметр драйвера 10 миллиметров. Бывает больше, там в районе 13, но это тогда наушник просто здоровый получается. Чувствительность 102 дБ, но это кто в теме, многим это вообще цифры ни о чем, как говорится. Время ожидания 72 часа, 3 суток. Ну, я уже, как говорил в начале, время воспроизведения музыки в районе 6 часов.
зависит от мощности, вернее, от громкости. Громкость будет меньше, соответственно, будет больше. 1,5 часа зарядка. Ну вот как бы все. Я, в принципе, доволен наушниками. Очень классные, качественные. С ушей не падают. Самое, как его, время работы тоже очень классное. Это самые большие батарейки. Повторюсь, что 55 мАч в наушниках. Обычно в районе 30-35 мАч в наушниках. Кейс 500 мАч. Обычно тоже в районе 400. А то и меньше. Единственное, вот я бы хотел узнать, не знаю, есть тут что-то, или вот производитель не предусмотрел это. Вот видите, захлопнул крышку, пошла зарядка. Ну, потому что один наушник. Положу второй, пойдет по второму наушнику. Так что я тут хотел сказать, отвлекся немножко. Ну, 2 пошло. У многих, ну, других моделей, вернее, есть там кнопочки разные. То есть положили наушник, нажали кнопочку, пошла зарядка. Здесь такого нету. Положили наушник, захлопнули крышку, пошла зарядка. Я считаю, что это неправильно. Вот, скажем, я вот вижу, что 82% это зарядка самого кейса. Сколько зарядка наушников, трудно сказать. Хотя, возможно, что они заряжены, ну, не знаю, процентов на 30. Потому что, видите, как бы зарядка идет не с самого нуля, а уже со второго сегмента, можно сказать. То и пошла зарядка. Хотелось бы отдельную кнопочку. Почему? Потому что, ну, батарейки убиваются. Хоть они там и литиевые, и у них нету эффекта памяти, но желательно их заряжать, когда у них уже там, ну, 10%, 20% заряда осталось. А когда у них там 70-80% заряда, 50% заряда, то нет смысла заряжать их. И вот хотелось бы иметь кнопочку какую-то. Может быть, здесь так сделано на электронном уровне, что вот видите, как бы идет зарядка наушников, потому что они практически разряжены, а когда там будет, ну, больше 50%, может быть, зарядка и не будет идти. Трудно сказать, в процессе эксплуатации я пойму. Потом, когда, ну, видео будет выложено, естественно, через какое-то время, там, через неделю-другую, когда я уже попользуюсь ими и уже знаю все нюансы, я напишу к описанию, добавлю просто под видео, что у них вот есть такой-то принцип заряда. Либо просто тупо ложите эти самые наушники в кейс, и зарядка пошла, независимо от того, насколько они заряжены. О сопряжении с телефонами, с компьютерами все очень классно. Берем телефон. Сейчас я тут включу. Подождите. Эко-режим уберу, чтобы и поярче было. Bluetooth. Включаем. Так, Bluetooth есть. Выключен. Включаем. Ну, у меня, в принципе, уже сопряжение произошло. Вот они нашлись. Вот вы видите, Lenovo ThinkPlus XT80. Включайте Bluetooth, они вот находятся, говорите да, подсоединиться, все подключается. Никакого кода, ничего вводить не надо. Все элементарно. То есть можете подрубить к своему смартфону, там, не знаю, к любому компьютеру, к автомобильной системе и так далее. На ушах лежат наушники очень хорошо. Ничего не вываливается, ничего не выпирает. Достаточно плотно. То есть можно одевать сверху любую там шапочку и кепочку. И нормально идти, никто особо там обращать внимание не будет, что у вас там что-то на ушах висит. Я даже думаю, что
Те, кто ездит в касках, ну, я имею в виду мотоциклисты, там, вот у меня мотороллер, кстати, Honda CR-V, 125 кубиков. Сейчас зима, в принципе, я не езжу, ну, вот потеплеет, будет весна, буду ездить, попробую под каску одеть и посмотреть, как это будет. То есть можно ехать, слушать любимую музыку, отвечать на звонки. Не так, что вот бывает, еду на мотороллере, чувствую, что в кармане телефон завибрировал. Ну, кто-то звонит, приходится на обочине останавливаться, доставать телефон и отвечать на звонок. Ну, либо потом перезвонять, когда уже доберусь до конечной точки следования. А так вот можно будет, в принципе, отвечать сразу на звонки. Ну, естественно, в настройках телефона придется поставить там автоподнятие трубки, потому что вы не сможете нажать на кнопочку и ответить на звонок. Единственное, может быть проблема в каске, хотя не должна проблема в каске. Ну, у меня каска закрытая, потому что, когда я буду говорить, звук будет идти по каске. Но единственное, что да, каска плотная, и микрофон, возможно, будет не особо чувствовать звук. Надо будет тестировать. Потому что самые Bluetooth устройства для мотоциклистов, они подразумевают, что у них микрофончик идет как бы спереди, ближе к рту. Здесь же микрофончик на самом ухе. Я уже показывал. Вот он тут. Отверстие такое. Будет прикрываться, в принципе, обжимом каски, и, возможно, будет звук похуже. Ну и напоследок хочу повторить вам главные плюсы этих наушников. Первый плюс – это прорезиненные заушины. Они никогда не сломаются, и очень классно будут эти наушники держаться в ваших ушах при занятии там спортом, либо другими физическими какими-то действиями вашими. Это раз. Второй. Как в наушниках, так и в кейсе огромные батареи, ну не огромные, а достаточно большие, и поэтому время работы ваших наушников будет достаточно для вас. Вы целый день будете наслаждаться там любимой музыкой, либо находиться на связи на телефоне, общаясь со своими друзьями, коллегами по работе и так далее. 2. Ну и третий, то, что в наушниках реально физические кнопочки. Слышите название, звуки. Так, где у нас там плюсы и минусы? Тоже. Чем хороши кнопочки? То, что вы никогда не промахнетесь, нажав какую-то кнопочку, это раз. То, что вы случайно не нажмете кнопочку, это 2. Потому что в других наушниках это не кнопочки, а обычные сенсоры. То есть просто вынув наушник из кейса и поместив в свои уши, вы случайно дотрагиваетесь до ваших сенсоров и активируете уже какую-то функцию, хотя вам это делать не надо было бы. Либо поправляете там, не знаю, шапочку, кепочку, волосы просто, и вы опять случайно касаетесь сенсоров. В этих наушниках такой проблемы нету. Ну вот как бы о плюсах, коротко. Ну вот, все, как говорится, в особенности национальной рыбалки, все, что знал, все рассказал. На этом все. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на мой канал, будут еще обзоры по разным интересным товарам. Ну и не только обзоры. Канал мой имеет основную направленность, это разные интересные факты, события, там природа, рыбалка, охота.